Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 30 июня. Что вас удивит? Чего ждать в эти 10 дней? Давайте узнаем будущее и останемся реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но вот это 10-дневный период, это время, когда мы можем найти баланс между разумом и сердцем. И это не просто слова. Наверное, нужно оттолкнуться, наверняка даже, от того, что вы хотите создать, совершить, какой конечный продукт или конечную точку какую-то вы преследуете. В период с 20 по 30 июня в связи с тем, что мы узнаем, понимаем или слышим, то, что нам кажется неопределенностью, постепенно обретает форму. Позвольте тишине говорить с вами. Возможно, в эти 10 дней вам внутренний голос, интуиция будет давать правильные подсказки, и вы сами себе станете самым надежным другом. Понимаете, может быть, что да, если проанализировать многие вопросы, о которых я уже думал или думала, а ведь она на самом деле вот теперь происходит в реальности. И даже если темп жизни или обстоятельства напоминают метаморфозы или какое-то торнадо, поверьте, найти 30 минут в день, чтобы услышать тишину, услышать себя самого, куда же иду я. Вот действительно это время между разумом и сердцем, когда мы для себя и не поставим в какую-то безысходность, то есть сумеем правильно провзаимодействовать с тем, что нас окружает, или с теми, кто нас окружают. Но если бы прежде, к примеру, вы бы согласились, потому что вы люди миролюбивые, вы хотите, чтобы был порядок и была какая-то определенность, но не всегда стремление к дипломатии, да, одностороннее, по крайней мере, нам приносит чувство внутреннего удовлетворения. Вот, наверное, ваше желание. Я не имею в виду гордость ни разу. Но себя-то поставить на второе место никак нельзя. Поэтому 30 минут, может быть, объединить то, что происходит в вашей жизни, ну или вокруг, как ситуация, то, что складывается помимо вашей воли, и спросить себя самого: хорошо, а я к чему иду? И кто знает, может быть, вы вообще задумаете менять словно направление или действовать как-то иначе. Да, тут может быть такой момент, когда нет и не надо. Вот как будто судьба закрывает куда-то путь, гора – это всегда препятствие. Может быть, это будет касаться у кого-то отношений по работе, личная жизнь. Или буквально каких-то переездов. Вы куда-то, к примеру, собирались ехать, и уже у вас там было все обдумано, как вам казалось, да? Но все время что-то стопорилось. Вот не пускало вас что-то. Поэтому, если так тоже в нашей жизни бывает, мы куда-то стремимся попасть, но словно упираемся в стену. А потом проходит какое-то время, и мы говорим: да слава богу, что я туда не попал. Вот и так ведь может быть, потому что рядом карта благополучия. Здесь словно высшие силы от вас отводят какие-то беды, преграды или то, куда вам не надо, мои дорогие девы, потому что в центре все-таки карта клевер. Это когда все хорошо, даже когда, ну, вокруг вот эти самые турбулентности, бури, штормы, тем не менее, для вас, для кого-то пусть это камни с неба, но в них, именно в этих камнях, для вас-то может где-то таится возможность. Или в любом случае какие-то и барьеры могут упасть. Для кого-то так проиграется. Раньше была гора, может быть, как вы ожидали документ. Тогда вот эта гора рушится. Тут вот будет двояко. Кто-то поймет, что я в эту гору даже не пойду, и поблагодарит пространство Вселенной за то, что когда-то прежде не состоялось, не случилось и даже не срослось пусть. Потому что вы понимаете, да, вот теперь, как бы оглядываясь назад, это не привело бы к вашему благополучию, или вы бы не остались довольны, но самые разные позиции. А для кого-то попросту то, что вчера было препятствием, сегодня вам помогает, или вы получаете этот документ. Ну, кому-то, может быть, важно это услышать. Иногда вот эти карты, которые выпадают, торопятся, они предвосхищают весь расклад. То есть есть какое-то препятствие, и в то же время ваше благополучие, мои дорогие девы. Ну, давайте на колоде
Ленорман, мы достанем 4 карты событий ближайшего будущего. С чем это связано? Или какая сфера жизни, может быть и так? Сфера жизни, которой вам придется уделять в этих событиях будущего больше внимания. Обратите внимание. И на колоде Таро первая карта. Что вас удивит? Так вот, что же там вас удивит, мои дорогие девы? Вторая карта как ключевые события или неожиданность. Чего вот ждать? К чему вы будете больше уделять внимание? Или это та карта, когда кто-то неожиданно появится? Или вы неожиданно услышите какую-то новость? Может быть, из разряда меня осенило, и вы какой-то словно ребус разгадаете, такое тоже допускаю. И к чему это все идет в конечном итоге? Чего ждать? Для чего это было нужно? По основным сферам жизни. Сфера ваших достижений, у кого-то учеба, у кого-то переезд, у кого-то работа. Энергия денег. Энергия взаимоотношений, любви и личной жизни. Итак, события ближайшего будущего. Ну, здесь как бы с одной стороны, это колода Чиро Маркетти, он нам изобразил древо сферот. Могут быть взаимоотношения с родственниками, могут быть вопросы дома. Вообще у вас сейчас сильная позиция. Но есть в этой карте, когда мы еще не знаем, что нас ждет завтра. С одной стороны, это вы, знаете, как в энергиях высших сил, можно сказать, или в энергиях внешних обстоятельств находитесь. Да, тут все просчитать мы не можем. Есть то, что мы хотим, безусловно, сохранять. Есть в чем-то, мои дорогие девы, ваша сильная позиция, но много новостей. Или как минимум 3, да, нам 3 птицы Чиро Маркетти изобразил. И радуга, то есть какое-то взаимодействие будет продолжено, а что-то должно быть вами принято во внимание и перепроверено. Потому что вот как это дерево, ведь это символ надежности, но и причем символ надежности вас самих или каких-то ваших устремлений, может быть, в плане личного характера. Для кого-то это может означать бизнес, любимое дело, творчество, откуда к вам приходят, например, деньги, а для кого-то личная жизнь. Но это могут быть и родственники, причем далекие родственники, могут родственники откликаться, или в силу разных событий вы будете с ними вести какие-то переговоры. Тут у каждого по-своему. Взаимодействие между вашими близкими, ну или, может быть, теми не совсем близкими, а даже далекими какими-то родственниками, которые, может быть, отчасти находятся на расстоянии. Здесь все равно есть какие-то контакты. И это для чего? А потому что либо к вам, может быть, кто-то собирается переехать, либо вы, я такое могу предположить, вроде бы дерево уходит корнями вглубь, но мы сказали, вот эти птицы, какая-то информация, и мы, безусловно, мы все-таки в реальной жизни, мы не дерево, и для того, чтобы вот этот фундамент, или для того, чтобы какую-то определенность жизни получить, вы можете рассматривать и варианты где-то переезда вместе с семьей, или по работе, потому что это более надежное какое-то место, или более надежный вариант, может быть, даже по работе. Вот у кого-то и такие могут быть вопросы. Но у вас прочная позиция на данный период времени. Правда, информации будет много. Но вот это как событие ближайшего будущего, информационный поток, причем такой, знаете, хаотичный может быть, и не все говорят правду. Или это вот те новости, которые вы даже можете слышать в средствах массовой информации, которые тоже противоречивы. Говорят одно, потом через какое-то время вы уже слышите другое. И тут средства массовой информации, они самые разные. Я не имею в виду даже государственные. У нас масса сайтов, ну, те же каналы YouTube, да, будем говорить, или другие видеохостинги. Ну, у каждого тут свое. Вы будете искать вот эту точку опоры. Вот я вижу так. Доверяй, но проверяй, когда выпадает карта птицы. Может быть, и вы кому-то пишете запросы, отправляете бумаги. Сами ждете в ответ готовности документов. Вот что-то подобное у вас может проиграться. Или когда вы ищете правду, истину, пытаясь ее найти и для себя просчитать какую-то траекторию. События ближайшего будущего. Но, правда, тут не все пока понятно. Наверное, не в эти 10 дней. Все-таки Луна – это слушайте интуицию.
Я должна сказать, вторая половина 2025 года может для вас создавать такие ситуации, когда опереться не на что. Нужно быть хорошим другом и подсказчиком самому себе. И вот в данном случае, как бы в небесных скрижалях, это как необходимость для девы научиться доверять самому себе и слушать себя. Я об этом говорила до видео. Почему? А есть какая-то миссия. Вы ее пока не видите. И вас могут, поскольку вы люди надежные, знаете, склонять к какому-то соглашательству, причем давить на какие-то такие механизмы, которые точно в отношении вас работают. Остерегайтесь давать каких-то обещаний, мои дорогие девы, потому что потом за эти обещания, как, знаете, могут пытаться посадить на крючок. Вот я такое могу предположить. А вам, я вот вижу, вам все равно как будто отсюда полный вперед. И поверьте, в последующем еще много будет каких-то перемен. И тут у каждого по-своему. У кого-то перемены по работе, у кого-то с переездом это будет связано. Ну, а у кого-то и через личную жизнь. Может быть, и вы где-то, особенно для тех людей, которые сейчас имеют творчество, хобби или личное дело, может быть, даже личный блог. Вы только мечтаете и все время думаете: ой, у меня руки не доходят, но вот мне бы этим так хотелось заниматься. И тогда, поверьте, словно пространство и Вселенная будет расчищать пространство или вот те преграды, то, что вам создают препоны, и через вашу интуицию словно подталкивать, чтобы вы как раз продолжали то, что вам нравится. Оттолкнуться от того, что вам, чем приятно заниматься, или от того, чего поет душа. Это очень важно. И хоть вы, ваш знак – это знак надежных людей, и в плане материализма какого-то это тоже. Вы умеете правильно просчитать. Вы умеете себе, кстати, сказать «нет» вовремя. Далеко не все мы можем это сделать, а вот вы умеете, и в этом ваша сила. Но сейчас не все материальное важно. Здесь что-то возвышенное. Для вас объединить возвышенное и земное. То, что находится в тени. То, что не демонстрируют. Или даже если мы говорим информация, но тут и правду ведь не говорят тоже. Поэтому слушайте интуицию. А для кого-то из вас часто аркан Луна говорит о том, что это взаимоотношения с близкими. Или даже взаимоотношения с близкими людьми. Может быть, когда вы слышите какие-то новости и перемены, которые происходят либо в вашей жизни, либо у них, вас на какое-то новое взаимодействие или на новое сотрудничество подталкивают. Я могу такое допустить. Но я также допускаю, ведь это карта нежности, проявление чувств, мои дорогие девы, особенно для тех, кто в паре. Давайте события ближайшего будущего. Правда, личную жизнь в эти 10 дней никак нельзя оставить на потом, потому что всадник – это соответствует червам, но и будь готов к переменам. Почему? Девятка – это всегда между прошлым и будущим такое число. Именно девятка червей. С одной стороны, это могут быть приятные новости по части денег. Или сам приход денег, мы говорим, если мы переложим на девятку кубков, как по колоде Таро. И это есть как перемены, окончание какого-то прежнего периода и начало какого-то нового. Здесь что-то подобное может проиграться и по отношениям вам могут предложить, или как-то складывается так удачно обстановка, что, к примеру, вы думали занять какую-то должность, пусть это даже работа, потому что денежная тема, она все-таки присутствует. Ну вот объединить возвышенное и земное вам точно нужно. В этой карте где-то об этом говорят. Так, помимо того, что это приятные эмоции, это какая-то радость, это какие-то, ну, эмоциональные бонусы, это где-то и восторг может быть, тут у каждого плюс-минус. Но все-таки, если мы про работу, не было бы счастья, да несчастье помогло. И такое я вполне допускаю. И вы можете где-то опешить. Человек увольняется по какой-то грустной причине. Но для вас, мои дорогие девы, для вас может открыться как вакансия. Я не говорю для всех, но вот что-то подобное в другой даже сфере жизни у вас может проиграться. Поэтому не ставьте перед собой каких-то табу. Когда вот нет, это неправильно так поступать. Если вам судьба дает какую-то возможность, воспользуйтесь ею. Что вас удивит? А вот правда, вам придет какая-то возможность. Но тут ведь надо это увидеть. Карта называется «Сплен».
Нам именно нужно обратить внимание в какое-то другое направление. Человек уставился в 3 кубка, пустые, которые стоят на земле, а кубок ему полный подают совсем с другой стороны. Человек сидит и смотрит в землю, и даже всем своим видом скрестил руки на груди. Это как в детской игре «Я в домике». И не хочет ни с кем общаться. И я даже допускаю, что у кого-то есть для этого причины. Но что бы ни происходило вокруг вас, для вас это время возможностей. И даже если для кого-то камни с неба, для вас, тем не менее, пространство может расчищать какой-то свой, ваш личный фарватер. Рассмотрите все, не упустите чего-то. Вас тут действительно может удивить. Вы думали, что дело обстоит каким-то определенным образом. Или вы с чем-то определились, а вам тут придется что-то переигрывать. Какая-то игра, понимаете, идет. Но не вы инициировали эту игру. Но даже несмотря на то, что не вами она инициирована, вы в ней участвуете. И словно высшие силы вам дают этот шанс. Он может удивлять. Не всегда к нам возможности приходят так, как мы их ждем. Возможность вообще не попадает в категорию наших ожиданий. Это всегда либо что-то косо-криво, либо нам кажется по-дурацки, или что-то серо выглядит. А ведь в последующем как раз бывает все с точностью да наоборот. Точно так же, как иногда к нам приходит с какой-то помпой или с каким-то радостным предложением, мы воодушевлены. А вот когда будет продолжаться, мы понимаем, что, а нет, там начинаются варианты. Вот поэтому встречайте все то, что приходит на ваш порог. Но информации будет много. Перепроверяйте, чтобы как и чего-то не упустить, так и где-то, ну, авантюры тоже не нужны. Что или кто появится неожиданно, или новость по королю жезлов. Правда, тут могут быть как и сообщения от конкретной персоны. И пусть это будет, хоть у нас и король жезлов, но это может быть и женщина. Это могут быть известия в средствах массовой информации, безусловно. Причем те, которые, знаете, подданы некоторым образом манипуляционно. Ведь король жезлов – карта харизматичного лидера. Ну, может быть, у вас и есть такой вдохновитель идейный. Он вам тоже может принести какие-то новости. Мы говорили, новостей много, самые разные. Но король жезлов – это он дает советы. А делать будете вы сами. Он не участвует. Он именно способен только вдохновить, ну или дать приказ. Поэтому доверяй, но проверяй. В очередной раз это повторяю. Может быть, и человек вам действительно, с которым была прежняя пауза, вот конкретно возвращается и начинает вам что-то объяснять. Ну, наверное, решать будете вы сами, но и некоторую информацию стоит проверять. Знаете, я бы и не могла сказать, чтобы вы от чего-то отказались или кого-то оттолкнули. Все-таки аркан Луна. Ну, кто знает, иногда мы даже переводим историю личной жизни, формат дружбы, так тоже бывает. И оставляем как знакомого, которого мы уже точно знаем, даже если есть минусы. Ну, так нам понятны эти минусы, мы уже тут без розовых очков. И кто знает, может быть, подобный человек вам может буквально пригодиться. Поэтому какие-то вы будете принимать решения. Но вернуться какая-то персона может. Или вам может быть неожиданно поданная информация. И значит, информация к вам приходит не случайно, мои дорогие девы. Пусть это даже где-то вот напрямую на вас не влияет, но косвенно касается вас. Или может вам служить какой-то верной подсказкой на построение ваших замыслов, планов, или вам это просто нужно учитывать. Вот будьте внимательны, тут могут быть метаморфозы. К чему же это все идет? Умеренность. Ну, наверное, все то, что я говорила. Доверяй, но проверяй, куда-то не торопись. Эта карта, кстати, она сама по себе подразумевает не случайные случайности. И вот эта умеренность, это не из пустого в порожнее, как иногда трактуют. Это нам холодный рассудок, холодный ум нужен для того, чтобы принять то, что не вписывается в наши планы, того, что не подлежит на первый взгляд логике, но это может быть единственным выходом, единственно правильным решением. Поэтому метаморфозы какие-то могут быть и в вашей душе. Правда, вот эти 30 минут слушайте тишину. Ваша душа, вы люди очень мудрые.
Вы интеллектуалы. А интеллект – это как раз сродни интуиции. Многие думают, что это глубокая философия на мелком месте. Нет. Интуиция – это великолепный тандем интеллекта как высшего разума и прежнего опыта. И поэтому здесь вы просто мастера. Здесь вам нет равных. Но вот какая-то ситуация там, где вы думали серо, непонятно, криво, косо, да, ну я так в шутку говорю, она как раз может открывать новые перспективы и возможности. Вплоть до какого-то скачка в будущее или для роста вашей популярности. Вот что-то подобное может быть. Сфера ваших достижений. Вам как будто это может быть и по судьбе. Конечно, этот аркан кармы. И часто причиной и следствие называют, да. И если мы сделали что-то очень хорошо, нам пространство возвращает помощью других людей даже, да, руками тех, не тех, кому мы помогали, а кем-то другими или через кого-то другого, какими-то другими способами. Или просто перед нами нужные двери откроются. Или получаем нужную информацию, и для нас словно зеленый свет загорается. Эта карта говорит и также о том, что если мы какой-то ляпсус совершили прежде, нам может пространство вернуть на доработку какой-то вопрос или вопрос с конкретным человеком. Вот есть такой момент. И пусть это будет касаться вопрос работы, например, бизнеса, да, все-таки у нас король жезлов. Но у кого-то это может быть и страстная любовь, мои дорогие девы. Такое тоже иногда проходит. Значит, с чем-то вам нужно определиться. И я бы сказала дважды определиться, потому что карта ведь и говорит еще «доверяй, но проверяй, узнавай информацию» или «не создай для себя в эти 10 дней какую-то историю, которая на будущее тебе будет мешать». Чем? А тем, что в будущем период времени из прошлого прилетает какой-то сюрприз, и нам приходится буквально все бросать для того, чтобы закрыть какую-то тему. И мы не идем здесь против власти, когда выпадает аркан правосудия. Но договориться вот этот самый баланс, у вас дважды, две карты, по сути дела, баланса, а эмоции могут быть разными, если мы так абстрактно скажем, от какого-то недопонимания, неприятия до каких-то таких побудительных мотивов, когда словно Марс толкает в спину и говорит, а ну давай быстрей. А нет, вот тут баланс, он все-таки вам как и помогает, так и позволяет не согласиться, может быть, наспех с чем-то. И это вас оберегает. Финансы, финансовая энергия, королева жезлов. Вообще у вас тут пара выпадает. У кого-то личная жизнь на уровне ваших взаимоотношений как пары, вашей семьи. Именно как двое близких людей. Причем один думает одно, а другой может думать совершенно другое. Мои дорогие девочки, здесь можете вы быть как третейским судьей. Почему? Потому что на короля жезлов тут надеяться нечего, это точно. Ну, это я бы так сказала, это моя чисто трактовка. А вот королева жезлов – это та, которая уже столько шишек набила, что уже больше не хочет повторения. И поэтому она умеет обходить острые углы. Она умеет себе не создать каких-то проблем и при этом не наступить на горло собственной песни. В первую очередь помогает молчание, потому что сколько не доказывай. Вот, к примеру, такому персонажу ты ничего не докажешь. Он останется на своей волне. Но вот промолчи, отступи полшага назад и сделай по-своему. Здесь явно вам нужно что-то додумать, продумать. Почему? Потому что королева жезлов наиболее удачно это вопросы денег, построения бизнеса и информации, работа с информацией. Мои дорогие мужчины, вот эти энергии, они тоже для вас будут важны. И может быть, словно вы с чем-то не согласны. Но не согласны бесполезно доказывать, опять же, вот есть такой момент. Значит, полшага назад или для себя продумайте какой-то запасной аэродром, чтобы, если что-то пойдет не так, можно было вовремя ретироваться. Вовремя смыться не значит испугаться. Так мне и хочется сказать. Но ведь и правда, у кого-то что-то подобное может проиграться. Поэтому, ведь тут у нас Луна, тут что-то непонятно. Мы начали с вами с этого наш расклад. Поэтому раз еще пока что-то зыбко,
выглянет солнце, встанет на свои места, пока еще не выглянуло, пока луна. Ну так и вы, дети, идите в ногу со временем. Но возможность заработать деньги или правильно потратить, или уйти от каких-то непонятных предложений, если мы не будем связывать эти две карты как пары, да, или личных взаимоотношений. Тут ведь ваше какое-то, может быть, это партнерские отношения по бизнесу, вам настаивают на чем-то и говорят: нет, делай так, не делай эдак, или сделайте наоборот, вот, да, как в стихотворении. А тут нет, тут надо и не спорить, и не ввязаться во что-то, и сохранять самое себя, ну и где-то финансы. И у вас для этого более чем достаточно талантов. Личная жизнь, победа. И понятно, по этой карте тут можно вообще без пояснений. Конечно, это у кого-то личное дело, творчество, все-таки опять же жезлы. Явно есть какая-то тема, как и денег. Может быть, она связана купля-продажа недвижимости, все-таки аркан дерева. Или место вашего пребывания, куда-то переезды. Вот я такое вполне могу предположить. Кстати, всадник, он тоже говорит о переезде. Поэтому вполне вероятно, вам придется в какую-то местность ездить, чтобы там на месте разобраться, стоит мне этим заниматься, стоит мне сюда переезжать. Или, может быть, по части даже родственников, чтобы решить какой-то вопрос. Но тут в конечном итоге, чтобы вы тут не задумали, мои дорогие девы, вы победители. И где-то правильно сориентироваться вопросом личной жизни, так и сориентироваться, может быть, по тому, что вы собираетесь где-то начать. Но даже то дело, которым, может быть, как ваше творчество, первые шаги вы делали, все равно тут какой-то идет прорыв. Но о чем говорит нам карта? Контролируй. Контролируй, потому что как только ты ослабишь этот контроль, и контроль – это не догма отнюдь, это просто внимание к деталям. Так вот, как только ослабишь, все пойдет наперекосяк. Победу в руках необходимо удерживать. Часто ведь бывает проще добиться, достичь какой-то вершины, нежели на этом плато удержаться. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые девы. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.